Какие пользы может принести цикорий и какие положительные свойства у него есть? В каких случаях цикорий может быть использован в лечебных целях и есть ли у него потенциальный вред? Цикорий – это многолетнее растение, высота стебля которого составляет около 120 сантиметров. Часто его можно ошибочно принять за сорняк, так как он встречается почти повсеместно, на полях, на опушках леса и даже вдоль дорог. Но с древних времен, начиная с Рима и Египта, были известны его полезные свойства и использование в лечебных целях для борьбы с различными заболеваниями. Все части цикория имеют полезные свойства – листья, стебель и цветы. Однако наиболее ценным считается его корень. Именно в нем сосредоточены способности стимулировать пищеварение, выводить желчь из организма, а также нормализовать работу толстого кишечника, почек и печени. Из корня цикория готовят напитки, которые могут заменить кофе, а также порошок с лечебными свойствами. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, насколько цикорий полезен или может быть вреден для организма. Полезные свойства цикория. Цикорий обладает способностью снижать уровень сахара в крови и ускорять обменные процессы в организме. Он также сдерживает чувство голода и продлевает ощущение сытости. Этот благотворный эффект достигается за счет наличия в составе цикория инулина и пектинов. Поэтому рекомендуется употреблять цикорий людям, страдающим ожирением и сахарным диабетом, после каждого приема пищи, за исключением вечернего времени. Инулин, который входит в состав цикория, является натуральным полисахаридом с приятным сладким вкусом. Он способствует нормализации пищеварения и созданию благоприятной микрофлоры в кишечнике. Благодаря этому организм лучше усваивает полезные вещества и происходит очищение кишечника, что способствует устранению запоров. Также цикорий способен укреплять иммунитет путем очищения организма от шлаков и токсических веществ. Это ведет к увеличению усвоения минеральных веществ и витаминов. Кроме того, цикорий способствует нормализации сердечного ритма, расширению сосудов и снижению уровня вредного холестерина. Именно поэтому его рекомендуют употреблять при атеросклерозе, ишемии, гипертонии и тахикардии. Но это лишь небольшая часть полезных свойств цикория. Его состав содержит множество других биологически активных веществ, способных оказывать оздоравливающее воздействие на организм. Какое же влияние оказывает употребление цикория на организм? Употребление цикория оказывает разностороннее влияние на организм благодаря его уникальному составу. Например, цикорий проявляет свою эффективность в борьбе со стрессом, так как способен снижать возбуждение центральной нервной системы, улучшает настроение и стимулирует активность мозга. Он также обладает способностью выводить шлаки из печени и почек, уничтожать паразитов и стимулировать выделение желчи. Эффективное применение цикория способствует борьбе с анемией и является отличным средством профилактики. Цикорий благоприятно воздействует на микрофлору кишечника, способствует нормализации пищеварения, выводу токсинов из организма и очищению толстой кишки, что приводит к повышению усвояемости полезных веществ. Кроме того, его внешнее применение способствует улучшению структуры волос и стимулирует их рост. Как применяют цикорий в лечебных целях? Перед тем, как продолжить, я приглашаю всех, кто еще не подписан на наш канал, но смотрит его, поддержать нашу команду, подписавшись и нажав на колокольчик, чтобы кнопка «Подписаться» превратилась в «Вы подписаны». Заранее благодарим вас и желаем приятного просмотра, друзья. Цикорий может служить отличной альтернативой кофе, благодаря схожим вкусовым качествам. В случае медицинских ограничений на употребление кофе, его можно успешно заменить цикорием. Желательно выбирать молотый цикорий с полностью натуральным составом. Наличие других добавок, таких как ячменная мука, молотый овес, рожь и прочее, может указывать на подделку или низкое содержание самого цикория в порошке. Приготовление напитка из цикория возможно несколькими способами. Можно сварить его в турке или заварить непосредственно в чашке. Для приготовления в турке берут столовую ложку цикория, добавляют 200 мл холодной воды, доводят до кипения и варят еще 3 минуты, затем процеживают и пьют. Также 2 чайные ложки порошка можно залить стаканом кипятка и употреблять в таком виде. Из-за горьковатого привкуса в напиток цикория можно добавить молоко,
Сливки, сахар, мед, лимонный сок или другие ингредиенты по своему вкусу и предпочтениям. Цикорий может быть использован для приготовления лечебного напитка с помощью нескольких методов, предназначенных для различных целей. Вот некоторые из них. Первое. Для лечения панкреатита, гипертонии и гепатита возьмите 10 грамм высушенного цикория, залейте его 400 мл воды и кипятите на медленном огне в течение 10 минут. Затем процедите и употребляйте. Второе. Для облегчения боли в суставах цикорий используется следующим образом. Измельчите 20 грамм сухого корня цикория в порошок, добавьте 200 мл холодной воды и проварите на медленном огне в течение 15 минут. Затем процедите и применяйте полученный раствор для марлевых компрессов на больных местах. Третье. Чтобы повысить аппетит, возьмите 15 граммов сухих или свежих листьев стеблей цикория. Залейте их 400 мл кипятка. Укутайте в теплую ткань и оставьте до полного остывания. Затем процедите и принимайте 3 раза в день по 50 мл за полчаса до еды. Четвертое. Для борьбы с запорами, разжижением желчи и снятия отеков возьмите 15 грамм корня цикория, измельченного в порошок. Добавьте 600 мл горячей воды и кипятите на медленном огне в течение 10 минут. Затем остудите, процедите и употребляйте 3 раза в день по 1/3 стакана. Пятое. Лечение поджелудочной железы может осуществляться с использованием следующего рецепта. 2 чайные ложки порошка корня цикория залейте 1 стаканом кипятка. Проваривайте в течение 5 минут, охладите, процедите и употребляйте полученный раствор в течение дня мелкими глотками. Курс лечения должен длиться 21 день, после чего сделайте недельный перерыв и повторите курс. Шестое. Цикорий также полезен при лечении простуды, лихорадки и ревматизма. Для этого в термос налейте стакан кипятка, добавьте 1 столовую ложку порошка корня цикория и 1 чайную ложку травы лобазника. Настаивайте в течение часа. Процедите и пейте несколько раз в день по полстакана. Эти рецепты позволяют извлечь максимальную пользу из цикория в лечебных целях и помогают бороться с различными заболеваниями и недугами. Противопоказания к применению цикория. Несмотря на обилие полезных свойств, цикорий имеет ряд противопоказаний к применению в следующих случаях. Если у человека наблюдается индивидуальная непереносимость или аллергические реакции на данное растение. Также не рекомендуется использовать цикорий при наличии проблем с варикозным расширением вен, хроническим бронхитом или астмой, а также желчекаменной болезнью. В случае острых воспалительных процессов в органах пищеварения также следует воздержаться от употребления цикория. Кроме того, кормящим матерям не рекомендуется употреблять цикорий, так как это может привести к снижению лактации и оказать возбуждающее воздействие на нервную систему младенца. В некоторых случаях это может быть допустимо, но все же лучше быть на стороне осторожности. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно безопасности употребления цикория, а особенно если у вас есть какие-либо медицинские проблемы или противопоказания, всегда лучше проконсультироваться с квалифицированным медицинским специалистом перед его употреблением в пищу или в качестве лекарственного препарата. На этом завершим видеоролик. На нашем канале вы можете найти множество интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и методах их лечения. Поэтому просим вас не забыть подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Будем также благодарны, если вы поставите лайк и поделитесь этим видео с вашими родными и близкими. С вами был канал Долголетие. До новых встреч!